Я просто токсичил, всех оскорблял, всех ненавидел. Заняться чем-то не около доты всегда приятно. Номер один в мире. Окститесь, люди. Оказавшись перед папищем в реале, что бы вы ему сказали? Я забивч. Какие у вас самые любимые новогодние блюда? Деда Мороза нет. Пикать придется. Но у меня все жестко, все по анимешному, как у Наруто. Парни, с наступающим! Какие из героев Dota 2 должны навсегда пропасть из игры и почему? Хо-хо-хо. И почему? Да не знаю, мне кажется, наоборот, чем больше героев, тем лучше. Больше фана, больше чего-то нового в игре. Всегда интересно что-то узнавать, что-то тренировать и так далее. Поэтому я лично против удаления каких-то героев. Тем более навсегда. Да нет каких-то героев, которые прям хотелось бы удалить. Все герои по кайфу, по-своему прекрасны, поэтому никого не надо удалять. Сколько призовых нужно выиграть за карьеру, чтобы считать ее успешной? Корыстный какой-то вопрос. Мне кажется, это понятие растяженное, сколько надо выиграть призовых, чтобы это была успешная карьера. Мне кажется, успешная карьера у того игрока, которого можно назвать лучшим в мире. Только это успешный. А цифра, ну, мне кажется, у любого лучшего в мире игрока цифра будет достаточно прекрасной, чтобы прожить несколько жизней. Возможно, я не прав. Ну, не знаю, но пусть будет... Мне нравится цифра 9 миллионов 999 тысяч... 9 миллионов 999 тысяч 999 долларов. Ну, не знаю, на самом деле не так важно призывы, важно же, что ты с ними сделаешь, правильно? И у всех аппетиты разные. Мне кажется, купить квартиру, прожить хорошую жизнь, это может и кому-то 100 тысяч условно долларов хватить, а кому-то и миллионов, как Киритыч сказал, 10 не хватит, поэтому здесь сложно сказать. Так, для себя, мне кажется, мне и 100 тысяч хватило бы. Ну, у меня побольше, конечно, но тем не менее. На каком месте среди тир-1 команд вы видите себя через полгода-год? На каком месте? Это же спорт. Как бы мы видим себя во всех наших мечтах топ-1 и никак иначе. Но справедливости ради, неважно, что ты мечтаешь, все сводится всегда к работе, к моменту, к игре. Поэтому надеемся на лучшее, ну а практика и работа покажет, где мы окажемся. Номер один в мире. Ни больше, ни меньше. Какой из всех прошедших турниров по Dota 2 за всю историю ты хотел бы посетить в качестве участника? Наверное, я бы несколько турниров назвал. Это, наверное, первый мажор, который выиграли OG, где Миркл играл. Мне кажется, такой уровень мажора был невероятно крутой. И второе, наверное, 8-й ин, тогда я бы еще хотел в качестве игрока OG бы сыграть местами. Лично для меня, я слишком, наверное, много турниров в своей жизни тир-1 пропустил, поэтому их слишком много. Поэтому можем начинать, да, там с малого все интернешнлы, потом мажоры, потом все другие турниры, их действительно слишком много. Поэтому, да, здесь я быстро не отвечу на этот вопрос. Вы посвятили доте свои лучшие годы, дала ли вам игра что-то как личности, что помогает вам в повседневной жизни? Да, определенно, да. Это же... Дота всегда была не только про какую-то спортивную только составляющую, но и внеигровую. Это психологическое, это умение себя держать на пределе своих возможностей, да, это уже включает и контроль режима питания и прочее, прочее, прочее. Поэтому определенно любой спорт, если ты, естественно, стремишься, чтобы стать лучшим, он улучшает тебя и как личность. Ну, а прежде всего, это социум. И будучи чемпионом, ты начинаешь, мне кажется, ну, я не говорю, что я чемпион, я говорю, что будучи стремление к чемпиону, когда появляется, ты очень сильно понимаешь, насколько нужно ценить свою команду, свою организацию, и, соответственно, в этом плане тоже очень сильно развиваешься. Изначально, когда я начинал играть в доту, я просто токсичил, всех оскорблял, всех ненавидел, всегда обижал слабых, если можно так назвать, тысячников. И со временем просто понимал и учился то, что это все неправильно, и ну, просто некрасиво быть таким человеком, мне просто не нравится быть таким. Просто человечнее стал. Наверное, это самое главное, чему я научился. Опиши идеальные для себя январские праздники. Что бы ты делал, кроме доты? Я люблю аниме смотреть, проводить время с женой, вместе с ней посмотреть сериалы. Когда я чилю, я обычно просто либо... Ну, в первую очередь, я начинаю больше физической нагрузки получать, то есть больше ходить, гулять и заниматься либо более тяжелым спортом, или если человечный, то там дома просто базовые со своим весом. Ну и проходить какие-то игры, например, Dark Souls. Лично для меня
Отдых — это всегда ничего не делание, в прямом смысле это слова. Лежать на кровати, сидеть за компом, тупить во что-то, не тупить ни во что. И, ну, это просто такой пассивный отдых, он мне почему-то лучше всего расслабляет. Понятное дело, провести время с женой, с друзьями и заняться чем-то не около доты всегда приятно. Но справедливости ради, иногда заниматься дотой именно как не то чтобы несерьезно, но именно более расслабленной обстановке, понимаешь, что сейчас ты отдыхаешь, тоже очень полезно, потому что, ну, позволяет на многие вещи по-новому посмотреть. Так, а у меня вопрос был, играем ли мы под музыку в доту и почему? Лично я не сказал бы, что я играю в доту под музыку. Я, если играю, то стараюсь полностью сфокусироваться на игре. Но если уже так более лайтово играю, то скорее под стримы, либо просто под видос какой-то, который хотел посмотреть. Ну, если уже там раскрыть полностью вопрос, если бы играл под музыку, то, в принципе, у меня любой жанр музыки. Ну, я меломан. Ну, я обычно в большинстве игр, пабликов, там, музыку вообще не слушаю, потому что это какой-то процент фокуса отнимает. То есть ты где-то чуть меньше о какой-то мелочи начинаешь думать. Это, ну, это плохо, типа, ты не на full трайхарде, на full трайхард моде не находишься. Но у меня бывают периоды, когда просто хочется музыки послушать, и я во время игры там включаю какую-то музыку и просто пою ее, там, текст у меня все время в голове. Ну, соответственно, из этого фокус теряется. Или когда, например, игры настолько скучны, ну, не знаю, я там сижу, играю 100 минут, игра, типа, мертвая, потому что у меня челы с улмутом, там 4 дахака в команде. И типа, о чем мне их сидеть колить, сам с собой разговаривать, ну, это нервы просто будет тратить. Я просто включаю какой-нибудь музончик на чили, или наоборот не на чили, а просто там пою там всякие, ну и расслабляюсь просто в этот момент и просто играю. Это либо японские треки, либо китайские тяжело прям петь, ну просто мелодии приятные. Ну, либо кого-нибудь Фараона, старые песни, там старая школа. Так, у меня следующий вопрос. Оказавшись перед папищем в реале, что бы вы ему сказали? Понимаете, в чем дело? Оказавшись перед величайшим, ты не имеешь права говорить, если он не разрешил. Это первое. Второе, мы и так живем в одной реальности с величайшим, поэтому такие вопросы стыдно задавать. Окститесь, люди. Просто настолько кайф, настолько приятно. Ну, я бы сказал папищу: я не Кириллыч, я не Копатыч, я Забилыч. Что? Подождите секунду! Секунду! Что делать, если чувствуешь, что готов играть на более высоком уровне, но в самых важных играх постоянно проваливаешься? Если ты постоянно проваливаешься в играх, значит ты, плохо играешь, слишком много переживаешь. Типа, какие-то эмоции мешают. Если тебе мешают эмоции, значит ты не на высоком уровне играешь. Не знаю, сложно сказать. Ну, мне кажется, судя по последнему вопросу, это даже где-то психологическое прежде всего, потому что нельзя думать так, что если ты постоянно проваливаешься, то что-то надо сделать. Нужно искать причину, почему это происходит. Да? Если ты проваливаешься из-за того, что ты ошибаешься, как Кириллыч. Sorry. Собственно, как Кириллыч сказал, вот елку наряжает. Как Кириллыч сказал, нужно искать ошибки и становиться лучше. И не терять, самое главное, уверенности, потому что это спорт. В нем есть победивший, есть проигравший. И вот у меня сколько там? У меня точно уже перевалило давно, по-моему, за 2000 официалок в доте. Винрейт у меня, наверное, среди людей, у которых больше 2000, самый низкий, насколько я помню. Но я не сдаюсь. Верю, что можно стать лучше, и работаю над этим. И тебе того же желаю. Вспомните свой лучший Новый год, расскажите о нем, если еще не было, какой он должен быть. Лучший Новый год? Да, мне кажется, самые лучшие Новые года — это всегда в кругу семьи и друзей. И всегда для меня лично был важный аспект Нового года — это понимание, что будет в следующем году. Ну, то есть, насколько он будет для тебя лично стабилен. И если ты понимаешь, что следующий год будет стабилен, что бы это ни значило, потому что у всех понятия стабильности разные, но если на следующий Новый год будет стабильный, значит, все хорошо. Для меня самый лучший Новый год — это когда мне было годиков 4-5, наверное, когда я верил в Деда Мороза. Мне мама говорила, надо уйти из комнаты, где елка находилась, и подождать 5-10 минут. Тогда Дедушка Мороз придет, когда никого не будет в комнате, и принесет подарки. Я в это очевидно верил. Потом я через 10 минут приходил, там просто лежало килограмм шоколадок, просто очень много, там 5-7 плиток шоколадок разных, очень вкусно.
И лежал подарок. Я тогда был самым счастливым в мире. Но потом я узнал, что Деда Мороза нет. Но это уже потом. А мы говорим про самый счастливый. Это запикать придется, но потом я узнал и запикать. Но потом я узнал. Тут расстроил всех маленьких фанатов своих. У меня только взрослые, независимые люди. Так, вопрос, который у меня был. Какие у нас планы минимум, какие планы максимум на 2024 год? Если честно, мне кажется, план минимум ты, если говоришь такое словосочетание, то не в команде, ты говоришь его там себе где-то в голове, чтобы да, отдавать или быть на позитиве, как говорится. Мы всегда только рассматриваем планы максимум. Планы максимум – это отобраться на все турниры и их выиграть. А там уже, как я говорил до этого, все только от работы и, ну, где-то, может, момента зависит. Но у меня плана минимума никогда нету. У меня только есть это одно. Это план, максимальную планку, которую я всегда задаю, к которой всегда буду стремиться. Это стать лучшим в мире кэрри-игроком, отобраться на все тир-1 турниры и победить их. И показывать достойный и красивый уровень игры, а не позорный. Это единственный мой план и то, чего я хочу достичь в 2024. Кто из вашей команды дает вам больше всего мотивации? Ну, я думаю, в первую очередь это Сергей. Он самый энергичный в этом плане и эмоциональный. Поэтому, наверное, он больше всего дает. И на втором месте я бы, наверное, Тёмыча и себя потом ставил. Ну, именно самую главную мотивацию, типа, я себе даю всегда. То есть, если один там сам с собой, да, общаюсь, когда там какие-то поражения. А если про тиммейтов говорить, это Тёмыч и Сергей. Тёмыч просто более спокойно объясняет, ну, и рационально объясняет и логическую цепочку составляет, что нужно сделать, чтобы, да, победить. То есть, например, там, какие бы сильные команды не были, их всех можно... И он это супер четко и на простом языке всем объясняет. Это тоже крутая мотивация. В команде, наверное, да, наверное, Серега нас больше всех мотивирует, потому что он любит поругать нас, пообзывать нас, пообзывать, как плохо мы играем различными эпитетами. Поэтому, да, после речей Сережи страшно иногда становится и приходится работать. Тут ему только респект за это. Какие у вас самые любимые новогодние блюда? Самые любимые новогодние блюда у меня лично канапешки со шпротами. Обожаю канапешки со шпротами. Ну, у меня самое любимое блюдо – это бутербродики с икрой. Ну, это просто вообще бомба. На втором месте мой самый любимый салат, который мама готовит. Типа, у него названия нету. В целом там пекинская капуста, поджаренный белый хлеб, копченая курочка, нарезанная кусочками, черри-помидорки, поджаренный кунжут. И все это немного майонезом. Это просто... еще самое главное, перепелиное яичко там тоже должно быть. И это мой самый любимый салат. А на третьем месте... Ну, на третьем там уже все, там типа по базе, там оливье. Ничего интересного. Бутики с икрой, это и мой салатик. Так, вопрос, когда увидим Вайпера на позиции 5-3-2. Ну, в этой мете точно Вайпер имеет право на жизнь. Какая у нас елка красивая. Вайпер точно имеет право на жизнь в этой мете. Ну, опять же, это уже наигрывать надо, смотреть, как по мете будет заходить, работать и так далее. Я посмотрю реплей Марзафакера, и мы обязательно постараемся показать уровень Марзафакера на Вайпере. Покажите свои итоги года в музыкальных приложениях. Ваш личный топ треков выглядит так. Топ-1 – Sayonara of Course. Топ-2 – Начало весны – Морико. Топ-3 – Davin Sensino Kentaya Magica. Топ-4 – Broken Sleep Agnes Obel. Топ-5 – Kino Mokusei no Yoru Kino Kotei Koku. Идет у нас Оксимирон. Ну, я буду по группам называть. Потом идет Ария. Потом идет Рамштайн, потом идет просто рандомная куча музыки. Ну, я не знаю, на всех языках, мне кажется. Назовите 3 свои личные цели на 2024 год. Первая цель – апнуть 13 тысяч ММР. Вторая цель – отобраться на все тир-1 турниры Ланы. Третья цель – победить все тир-1
турниры Ланы, на которые я отберусь. Абсолютно согласен с Киритычем. На самом деле, наверное, в голове все точно так же, шаг за шагом, каждый турнир играть, выигрывать каждую квалификацию и выигрывать каждый турнир. Так, у меня был вопрос такой. Как выглядит день киберспортсмена? Киберспорт, наверное, тем и прекрасен, и этим же и ужасен, то, что у нас нет никаких нормативов. Нас уже не назвать первопроходцами в этом деле, но основная суть в том, что как научишься, так и оно и будет у тебя. Но зачем точно нужно следить, это режимом сна, режимом питания и уметь распределять энергию, дабы не загубить свое здоровье, потому что понятное дело, что много где вы можете услышать, что компьютер там не влияет сильно, но тем не менее любая деятельность, она имеет некие профессиональные последствия, да, то есть, как люди, которые сидящие долго на стуле, у тебя могут быть проблемы со спиной. Как день киберспортсмена выглядит для тебя? Ну, у меня все жестко. У меня все по анимешному, как у Наруто. По будильнику встаем, дисциплина лютейшая. Ложимся в плюс-минус одинаковое время, там разница 30 минут, в зависимости от усталости. Идем чистить зубки, принимаем айс, душ, чтобы полностью взбодриться, и чтобы у тебя был стресс с самого утра, чтобы ты был готов, что тебя в этой жизни не будет просто так. Обязательно завтракаем, либо играем 1ММ и завтракаем. Ну и в целом еще можно перед играми или перед завтраком какую-нибудь небольшую физическую нагрузку сделать, то есть простягивать там мышцы, там любые упражнения, там, ну просто подтянуться и ногами можно, и руками, и спиной. Ну и если есть там желание со своим весом поработать, небольшие упражнения поделать, этого будет достаточно, чтобы твой организм не умер за 1 год. Какой момент в своей карьере ты бы прожил еще раз? Ну, наверное, инт все-таки. Потому что играть на ультраогромной сцене, это было... Да не знаю, я всеми моментами дорожу. Мне кажется, все моменты, которые я прожил, сделали меня таким, какой я есть, и я никогда не хочу выделять какой-то один момент, и дорожу ими всеми одинаково. Ультимейт Дота или умник? Провокационный вопрос. Ну, сейчас, наверное, Ультимейт Дота, но раньше я бы точно сказал умник, потому что он очень много крутых видосов делал, просто там у него рекламы были нереально угарные. Но сейчас, по крайней мере, сейчас мне в реках не попадаются видосы умника, мне только мемы с Ultimate Dota попадаются, поэтому Ultimate Dota. Я как олд топлю за умника, но дизлайк за то, что удалил меня с друзей в ВК. Я обидчивый человек и запомню это надолго. Чувствуете ли вы, что вы стали лучше играть в этом сезоне или просто уровень был недостаточно высок? Ну, я думаю, мы точно стали намного лучше играть, чем когда только сформировался состав, это точно. Короче, мы импрувнулись. Слова передаю своему капитану, он более детально все объяснит. Да, мы точно стали играть лучше, как минимум, если простую параллель проводить, это Риад International, да, где на Риаде мы играли, откровенно говоря, так себе, результаты там никакого не показали, то на International, по крайней мере, те проблемы, с которыми мы столкнулись на Риаде, это прежде всего адаптивность, потому что на Риаде мы играли так себе, и медленно адаптировались от матча к матчу. То на International от первого дня ко второму, к игре с ТСМ, к игре со спиритами и дальше Entity Bootbomb мы точно, более так флексово выступали. То есть мы могли, во-первых, новых героев очень быстро ввести в пул, во-вторых, просто находились на весьма высоком уровне, чтобы разбираться именно, да, какие вещи к каким приводят. И, опять же, если сравнивать с Риадом, то мы там играли скорее так, просто вот у нас есть набор героев, которыми мы хорошо играем, давайте попробуем ими выиграть. И где-то получалось, где-то нет. Сколько мы там? Три карты, по-моему, выиграли всего на Риаде, может, чуть больше, я уже не помню. То на Интернешнале, даже будучи, по-моему, 1-3 мы первый день закончили, 2-2 или там 3-1 второй, мы просто умело уже могли забирать любых героев, которых видели на Интернешнале самом. И, соответственно, в этом плане я точно могу сказать, что команда стала сильнее. Так, это у нас последний вопрос, кстати. С какой периодичностью, по вашему мнению, должны выходить полноценные патчи?
Мне кажется, периодичность матчей должна напрямую быть подвязана к Тир-1 турнирам, потому что даже вспоминая игры, которые, ну вот пабы в основном, которые ты играешь, когда выходит патч, и даже вот смотря на ESL Куала-Лумпур, который проходил, что вышел патч посреди турнира, ты понимаешь, что мета, она, ну, прежде всего задается какой-то идеей из матчмейкинга на первый вид имбаланс, но потом она перетекает на про-сцену, где пытаются либо с этой идеей играть и выигрывать, либо уже, соответственно, что-то ей противопоставить. И дальше вот эта вот нить контрпиков, идей и так далее раскручивается, поэтому я бы хотел, чтобы прошел какой-то Тир-1 турнир, патч, прошел Тир-1 турнир, патч, потому что, ну, устаешь видеть то, что ты видел на турнире, потом пару месяцев в пабликах. В целом я с Тёмычем согласен. То, что после всяких турниров хочется всегда какое-то обновление, но мне кажется, даже до турниров могут быть какие-то микропатчи выходить и фиксить какую-то конченую имбовую хрень на уровне Солара Креста в данном патче. Потому что, ну, любой человек может купить Солар Крест и понять, насколько это имбово. И хочется, чтобы когда, ну, видели там винрейт или насколько это неадекватная шмотка, чтобы это фиксили. И так можно, типа, там, через 1,5 недели после патча, грубо говоря, микронерфы сделать просто имбалансной фигни. Спасибо всем тем, кто присылал вопрос. Надеюсь, мы ответили на все, которые могли ответить. И отдельное спасибо всем людям, которые писали приятные слова поддержки. Ну что ж, 23-й год у нас подходит к концу. В этом году результатов у нас скромненькие. Но что имеем, то имеем. Мы смотрим в наше светлое будущее и поработаем, чтобы все стало лучше в следующем году. Мы будем трайхардить, эффективнее работать, и полученный опыт просто так не сгорит. И мы покажем уровень. Короче, всех с наступающим Новым годом! Желаю просто счастья. Мы будем стараться показывать достойные результаты игры в Dota 2 в 2024 на будущих турнирах от ESL Dream League, на Интернационале 2024 и на Риядомском большом турнире, да. Ну вот, учиться. Всех с наступающим 2024 годом. Берегите мам, пап, всех братьев, сестер, жен, всех, кто у вас есть, и берегите свое здоровье. Вот так вот? Ну, почти, да? С Новым годом! Новый год к нам мчится!